Всем привет, мои дорогие подписчики. Прекрасный августовский день. Тепло, солнышко, прекрасный парк и велосипед. Но сегодня я хочу вам показать другое. Я сегодня вам хочу показать очень интересную вещь. Сегодня 22 августа 2022 года. Через 2 дня День незалежности Украины. И сегодня я вам хочу показать центральную улицу Крещатика, на которой русские танки. Но есть одно но. В каком виде эти танки там находятся? В каком виде русские убийцы, русские нацисты, русские преступники, русские насильники, русские подлецы и негодяи оказались на Крещатике? Я вам хочу сказать, именно этот вид и должен иметь настоящий русский нацист-оккупант. Знаете, что меня всего больше возмущает или вызывает негодование в так называемом русском мире? Я понимаю, что солдат должен выполнять приказ. Но меня возмущает именно бытовой русский нацизм. Подлый, мерзкий, мелочный. Это когда русская женщина, как недавно взорванная Дугина, дочка идеолога русского рашизма в России. И эта Дугина, я специально погуглил, что она рассказывала, что она писала. Это ужас, это жуть, это рашизм, это нацизм в чистом виде. Понимаете? И эта женщина, русская женщина, пословица, которая уже стала притчей во языцах, да? Спасибо деду за победу, дурацкий русский слоган. А теперь новый, слоган 2022. Спасибо сыну за машину. Когда русские семьи, русские отцы, русские матеря за пособие, стыдливо опуская глазки за убитого сына, покупают себе Ладу Калину. Понимаете? Выше этой мерзости что-то сложно придумать. А для них это нормально. Когда русские женщики, облизывая пальчики вместе с русским мужчиной в майке-алкоголичке, слушая новости в России, говорят: да, правильно, этим украм так их, этих козлов, мочи на кухне между собой. И именно этот бытовой русский нацизм, подлый, гадкий и мерзкий, истинное лицо русского мира, и есть настоящая Россия. Недаром 80% бытовых русских нацистов поддерживают Путина. Путин — это всего лишь собирательный образ большинства русских. Поэтому сейчас я вам предлагаю посмотреть на то, какими должны быть настоящие русские в Украине. Приятного просмотра.